Добрый день, меня зовут Дмитрий, я разрабатываю надстройку PowerQuick для ускорения повседневных операций в Microsoft Excel. PowerQuick – это отдельная вкладка на вашей ленте Excel, где собрано более 200 команд на все случаи жизни. Узнать о том, как установить и протестировать программу, можно на сайте excelbystro.rf. А теперь к теме данного урока. Сегодня я расскажу, как защитить паролем отдельные диапазоны на листе Microsoft Excel. В качестве тестового файла будем использовать вот такую форму с тремя несмежными диапазонами, которые мы и будем защищать. Покажу, как это делается стандартными средствами Excel и как быстрее это можно сделать при помощи надстройки PowerQuick. Стандартными средствами Microsoft Excel пароль на диапазоны ставится во вкладке «Рецензирование», команда «Разрешить изменение диапазонов». Здесь нам нужно создать 3 диапазона, для каждого из которых указать имя и задать пароль. Вот мы создали один диапазон с паролем 111. Ну и таким же образом создаются все остальные диапазоны. Следует отметить, что сама защита ставится на диапазон только в случае защиты всего остального листа. То есть, когда мы защищаем лист с паролем или без пароля, то разблокировать заданный диапазон можно заданным в настройках паролем. Остальные при этом ячейки остаются блокированы. Сложность этого подхода заключается в том, что нужно вручную устанавливать все вот эти диапазоны. Если у вас большая форма и диапазонов много, это довольно-таки трудоемко. Изменять и удалять эти диапазоны тоже нужно вручную. В настройке PowerQuick это реализовано намного быстрее и нагляднее. Для того, чтобы быстро автоматически поставить пароли на нужные диапазоны, нужно сформировать вот такую исходную таблицу из 4 колонок. Имя листа, на котором размещается диапазон, имя диапазона, адрес и пароль. Выделяем вот эти 4 колонки, активируем надстройку PowerQuick, группа защита и права, защита диапазонов, защитить диапазоны. Команда нам сообщила, что создано 3 защищенных диапазона. Это можно видеть в том же самом меню рецензирования. Вот созданы 3 диапазона. Проверим их работу, защитим лист. Первый диапазон у нас открывается с паролем 111, второй диапазон с паролем 222, ну и так далее. Удаляются диапазоны тоже очень быстро. Защита диапазонов. Удалить защиту на данном листе. Вот мы видим, что все диапазоны удалены. Нажимаем ОК. В данной группе команд в PowerQuick еще есть разные интересные опции. Можно вывести список диапазонов на текущий лист, а также задать допуски для пользователей на редактирование тех или иных диапазонов, используя их сетевые имена. Спасибо за просмотр данного урока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и, конечно, скачивайте надстройку PowerQuick с официального сайта excelbystro.rf. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.